Да, всем привет. Пока я борюсь с носовой стойкой и первоначальным балансированием вертолета, я хочу немного рассказать о том, что показываю. Этот джойстик, мой новый проект, который я назвал «Перспективная кинематика». По самому механическому устройству я буду рассказывать в отдельном видео. Сейчас просто демонстрация полета на каких-то приемов полета на примере вертолета Ми-8 в Digital Combat Simulator в ДКС. Надо сказать, что раньше мне было очень некомфортно, точнее не очень некомфортно, было достаточно некомфортно летать в этом симуляторе по разным причинам, не то чтобы я не мог иметь точного хорошего управления, просто что-то не доставало, что-то было не то. Ага, вот взлетел первый отрыв. Вот, но только с получением этого джойстика я почувствовал настоящий комфорт и стал получать удовольствие от полетов в этом симуляторе. В нем этот джойстик особен тем, что он практически процентов на 90 состоит из напечатанного пластика, кроме осей, кроме крепежей и подшипников, ну и соответственно электронных каких-то компонентов. Все остальное это напечатанный пластик, включая пружины. И этот пластик работает, этот недорогой пластик, PG я использую, PG, ABS и PLA, работает как в сумме, как хорошая металлическая конструкция, превосходя все, что у меня было до этого по своим параметрам. Но пока только демонстрация. Вот сейчас это рулежка весенняя. Я не катился на шасси, это я подлетал так низко. И пробую делать поворот на 360 градусов в пределах вот этого нарисованного круга. Вот я фиксирую положение весеннее. Я показывал в прошлом видео способ крепления джойстика, который тоже является его особенностью. Держится это все на двух полосках монтажного скотча, но, как видно на видео, все предельно жестко, предельно устойчиво. И это дает мне хорошую точку отсчета, хороший контроль и хорошее отождествление с симулятором. То есть я больше себя ощущаю с находящимся в вертолете, чем если джойстик был расположен, например, на столе. Так, ну вот получилось. Можно попробовать еще что-то сделать. Обратите внимание, вот этот клацающий звук. Триммер используется триммер по дефолту. Раньше на предыдущих джойстиках у меня любое триммирование на вертолете вызывало раскачку, то есть сверхточного триммирования, не то что сверхточного, точного триммирования никак не мог получить. Здесь совсем другое дело. Немного об эргономике. Эта ручка сделана по мотивам известной ручки B1 с F14 Фантома, но практически полностью переработана, и в частности вот наплыв и кнопка под большой палец вынесена гораздо ближе к кисти руки и ниже, чем в оригинале. И это дало мне очень богатые возможности. Обратите внимание, сейчас я использую корпус, внешнюю раму, как площадку для расположения кисти. И могу контролировать движение, значит, больше кистью руки и пальцами, чем все движения руки. Я опираюсь сейчас рукой на корпус, пальцами контролирую управление по кренутому гажу и смотрю вниз. Здесь идет строго вертикальное снижение с высоты 100 метров, больше 100 метров, вертикальная посадка.
рука движется постоянно, центр проходит очень незаметно, я двигаю рукой очень легко в двух плоскостях сразу. И здесь необычность кинематики, шарнирная система по оси крена дает свои очень большие плюсы и преимущества. Ну и мягкость и свойства печатных пружин вносит свою лепту. Ну вот я могу контролировать, могу свободно вертеть головой в кокпите, посмотреть налево, направо, и посадка точно в заданном месте. Еще небольшая проверка. Попробую подлететь, повисеть возле этих осветительных ламп. Рука сейчас находится в нижнем положении с опорой на корпус. И особенность кинематики такова, что значительную часть углового движения переводится в линейное по крену. Сейчас нос вертолета направлен направо, я смотрю налево. Использую технику удержания взгляда на неподвижном предмете. Вот, достаточно побыл. Делаю вращение на 360 градусов в прямолинейном движении. И делаю посадку задним ходом по зеркалам. Отличная управляемость. Взлет с места без висения. Несколько раз триммирую, чтобы переходить на режим прямолинейного полета. И теперь можно попробовать длинный маршрут, более длинный маршрут, и попробовать взаимодействие в кокпите, разные варианты управления джойстиком. В данном случае с этим джойстиком настолько легко и точно триммируется, что могу отпускать ручку. Вот, а это пример, как можно перехватывать левой рукой и, например, делать какие-то манипуляции с органами управления в кокпите. Видно, что у меня манипулятор в правой руке, я выбираю настройки приборов. В этот момент я управляю левой рукой. Могу осматриваться. Все это время я управлял левой рукой. Теперь еще раз триммирую, для того, чтобы немножко ускориться. Вообще тут, знаете, есть такое сочетание, которое достаточно противоречиво под своим требованиям. То есть, с одной стороны, хотелось бы очень легко и небрежно двигать ручкой джойстика в самых широких пределах, но при этом, чтобы не было значительных изменений в полете в плане
значительных нежелательных изменений в полете. И при этом, чтобы можно было двигать на какие-то микроскопические сверхточные движения, чтобы можно было, например, точно висеть, точно работать с подвесным грузом, точно стрелять, ну, в общем, что-то делать сверхточное. И в данном случае эта проблема решена. Она сочетает в себе вот эти характеристики. Можно смело размахивать ручкой без боязни изменить что-то в негативную сторону, и можно очень точно, сверхточно управлять. И еще один интересный момент. Следующее явление, с которым я столкнулся с использованием этого джойстика в авиасимуляторах, это, кроме всего прочего, исчезновение эффекта вихревого кольца. Да, это странно довольно звучит, потому что я всего-навсего изменил в схеме управления только джойстик, но это по-прежнему только две оси, X, Y, крен-тангаж. Но что-то в его управлении, в сочетании с другими органами управления, дает такой эффект. Почему-то, если раньше поймать вихревое кольцо можно было очень легко, особенно в этом симуляторе, то теперь я делаю практически то же самое, что в других симуляторах, и без опасения поймать вихревое кольцо. То есть я не знаю, почему это происходит. У меня пока нет удовлетворительного объяснения, но эффект, тем не менее, есть. Вихревое кольцо исчезло как явление не только в этом симуляторе, оно исчезло, например, в Army 3. Там очень часто много летаю на вертолетах, и на каких-то тяжелых машинах можно было очень легко просадить машину и разбить ее в землю, особенно на переходных режимах перед висением, когда пытаюсь погасить достаточно большую горизонтальную скорость. Вот сейчас видно, что я не делаю ничего особого, просто покачивание небольшой рукой, компенсирующие действия. По хлопкам лопастей ротора слышно, как я переходил в режим висения. Вот я перешел в режим висения сходу. И теперь сажусь на правую нижнюю площадку. Во всех предыдущих случаях с другим джойстиком вероятность того, что я могу получить вихревое кольцо на посадке, была достаточно высока. Ну, не стопроцентная, конечно, но определенный процент был, и такая опасность существовала. Естественно, я хочу сесть в самый центр площадки, очень точно. В данном случае тоже вертикальным снижением. Движения небольшие, но заметны, в отличие от предыдущего джойстика. В шлеме видно больше подо мной. На картинке, на записи почему-то не отображается, но я смотрю прямо вниз, что внизу под вертолетом. Вот очень плавно, практически без всяких коррекций, без каких-либо усложнений совершается посадка на полностью пластиковом джойстике с пластиковыми пружинами. На этом пока все. Продолжение смотрите в следующих видео по развитию этого проекта.